Ребята, всем привет, с вами Андреевка Лайф. Сегодня мы хотим поделиться с вами своим рецептом приготовления греческого салата. От оригинального греческого салата у нас отличие такое, что мы не кладем огурцы, но зато вместо огурцов кладем листовой салат. Вот это, наверное, главное отличие. Салат этот очень вкусный, без этого салата у нас практически ни одно застолье не проходит. Поэтому мы будем готовить его и на Новый год, и хотим, чтобы вы попробовали тоже. Поэтому смотрим ингредиенты. У нас помидорчики такие хорошие, болгарский перец, красный мы именно берем. Так, дальше что у нас? Это растительное масло, сахар, соль, уксус, горчица, петрушка, листовой салат. Это брынза, можете фету взять, как бы здесь без разницы. Уже отваренные яйца у нас вкрутую, маслины, оливки и молотый черный перец. И мы приступаем. Первым делом нарезаем петрушку. Не крупно и не мелко, средняя. Теперь нам нужно ее разделить на 3 части. 1/3 мы сразу откладываем в посуду, где мы будем смешивать нашу заправку. А 2/3 мы пока убираем. И, кстати, ребята, насчет заправки, условно говоря, как говорят, что соус – это половина блюда, и здесь та же самая заправка имеет такое же значение. То есть заправка здесь суперская просто. Как раз вот после петрушки занимаемся заправкой. Соответственно, выливаем сюда все наши ингредиенты, которые нужны для заправки. Это вот растительное масло у нас. Дальше у нас уксус идет. Горчица. Солим и кладем сахар, в принципе, по вкусу. А соли пока пол чайной ложечки кладем. Перец. Перец тоже по вкусу. Теперь размешиваем все это хозяйство. Ребята, пробуем. Сахар добавляем еще. Прям, наверное, 1,5 чайной ложки. Ребята, пробуем. Вот теперь самое то. В общем, сладость должна чуть-чуть чувствоваться. И пусть вас вкус уксуса не пугает, потому что в салате это все разойдется и будет вот так. Так что сейчас мы закрываем нашу заправку и убираем в холодильник, пока мы будем все резать. Это все настоится. Теперь занимаемся нарезкой овощей всяких. Начнем с маслин. Их нужно порезать пополам, не вдоль, а поперек. Вот так, кружочки, чтобы остались. Вот так режем. Соответственно, оливки то же самое будем делать. Маслины, оливки у нас порезаны. Беремся за помидоры. Помидоры будем резать на 6 частей. Ну, соответственно, полдоножку вырезаем. И давайте как удобнее. Так вот. Так и так. Короче, не мельчите. Помидоры у нас готовы. Убираем их пока на тарелку. Теперь к перцу приступаем. Вырезаем тоже хвостик. Буду резать поперек. Такими, в принципе, тоненькими, но длинными кусочками. Итак, перец у нас готов. Теперь брынза. Она у нас уже магазинно порезана на 4 части, поэтому мы их тоже разделяем. И режем на кубики примерно сантиметр на сантиметр. Вот прекрасный кубик. Ребята, за кадром мы уже успели почистить яйца. Они нам нужны будут для украшения. И их нужно порезать на 4 части. На самом деле это, можно сказать, самое вкусное. Кому попадается, те радуются. Все, яйца отставляем в сторону. У нас осталось только порвать салат, не порезать, а порвать. Ребята, и начинаем собирать наш салат. Сначала берем листья салата. Дальше у нас петрушка. Дальше у нас помидорчики. Так, теперь перец. Это у нас
оливчики, маслины. Брынза. Так, и теперь сбрызнем это все нашей заправкой, которую мы достали из холодильника. Прям буквально пару ложечек на каждый слой. И продолжаем дальше. Опять у нас салат. Петрушка. Ну и так далее. Вы поняли. Ребята, и вот так вот, не перемешивая, отправляем наш салат в холодильник, чтобы он немножко пропитался минут на 10. И дальше увидимся. 10 минут, ребята, прошло у нас. Начинаем перемешивать наш салат. Сверху кладем наши куриные яйца нарезанные и накладываем. Пробуем, ребята. Тот самый вкус. Ребята, в общем, как я и сказал раньше, салат супер, заправка обалденная. Рекомендую приготовить на Новый год. Мы сами будем готовить, это 100%. Очень вкусный, заправка такая, ну, вы сами когда сделаете, поймете. Я вам не могу даже объяснить, как это все вместе играет. Ну и любители лука, конечно, могут лук положить, если будет желание. И просьба будет обязательно отписаться, кто приготовит. Нам интересно ваше мнение. Как вам зашел салат или нет. Но я думаю, что таких не будет, которым не зашел. Поэтому все равно ждем комментарии. А мы с вами прощаемся на этой вкусной ноте. Всем здоровья, всем пока.